Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня готовим кимчи или кимхчи из пекинской капусты. Это очень популярное блюдо корейской кухни. Рецепты приготовления кимчи могут немного отличаться друг от друга ингредиентами и технологией приготовления, но я нашла свой, который мне нравится. И сегодня я расскажу вам, как приготовить эту изумительную закуску. Корейцы относят это блюдо к полезным продуктам, так как овощи проходят процесс ферментации. Об этом много информации в интернете, и при желании вы можете это почитать. Но оно еще и невероятно вкусное. Так что досмотрите видео до конца, а пока, чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. В первую очередь нужно засолить капусту в тузлуке, то есть рассоле. Для этого я взяла пекинскую капусту 2 штуки, общий вес около 3 кг. 5 литров воды и 5 столовых ложек соли с горкой. Просто добавляем в холодную воду соль и размешиваем. Соль должна полностью раствориться. Теперь о капусте. Она должна быть плотной, не вялой. Разрезаю ее пополам, причем разрезаю у основания, там где у капусты плотная белая часть. Затем беру и разрываю. Так тонкие листочки капусты разделяются целиком. Если капуста большая, то можете разделить ее на 4 части. Солить капусту я буду вот в таком пластиковом контейнере. Сначала уложу ее, а затем залью рассолом. Чтобы капуста поместилась, я все-таки ту, которая побольше, разрежу на 4 части. Соль полностью растворилась, залью капусту рассолом. Если рассола получилось мало, приготовьте еще. Из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка соли. Если капуста осталась не покрытая рассолом совсем чуть-чуть, то ничего страшного, очень скоро она смягчится, пустит сок и рассола будет достаточно. Оставляю капусту при комнатной температуре на 1,5-2 дня. Это зависит от температуры в помещении. У меня прошло 2 дня, я слила рассол и хорошенько отжала капусту. Приготовлю начинку. Для нее мне понадобится 500 грамм дайкона, 300 грамм моркови, 1 луковица, 2 больших головки чеснока, 50 грамм имбиря, пучок зеленого лука, 80 грамм молотого острого перца, 100 грамм сахара, 100 мл рыбного соуса, 500 мл воды и 50 грамм рисовой муки. Сейчас в первую очередь варим кисель из рисовой муки. В сотейник насыпаю сахар и рисовую муку, перемешиваю и заливаю водой. При постоянном помешивании довожу массу до загустения. Получается такой кисель. Даю ему полностью остыть, а пока приготовлю все овощи. Дайкон нарезаю тонкой длинной соломкой. Перекладываю в миску. Точно так же нарезаю морковь. Если есть терка для моркови по-корейски, то можете воспользоваться ей. Зеленый лук нарезаю на кусочки примерно 4-5 см. Перекладываю к нарезанным овощам. Луковицу разрезаю на несколько частей. Имбирь нарезаю кусочками. И все это вместе с чесноком измельчаю в блендере в кашу. После того, как кисель остыл, добавляю к нему вот эту кашу из лука, имбиря и чеснока. Вливаю рыбный соус. Добавляю острый перец. Блюда корейской кухни довольно острые, и это кимчи не исключение. Вы можете положить не 80 грамм перца, а 50. Это дело вкуса. Добавляю эту пасту к овощам и перемешиваю.
Беру уже отжатую капусту и, отделяя по одному листочку, тщательно промазываю каждый, особенно у основания. Листочек за листочком, даже самые маленькие. После этого укладываю капусту в контейнер срезом вниз. Намазываю следующие кусочки. Я заполнила контейнер, накрываю его крышкой и оставляю при комнатной температуре на 1,5-2 дня. Опять же, все зависит от температуры в помещении. Через 2 дня убираю контейнер в холодильник. Кимчи готово. В общем, пока пришло время снимать готовый продукт, то половина кимчи уже было съедено. Вот что осталось. Кимчи из пекинской капусты получается очень ароматным, вкусным и, на мой взгляд, даже не сильно острым. Съедается оно очень быстро. Я уверена, что вам тоже понравится. Обязательно попробуйте. И не забывайте следить за нашими следующими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.